И снова здравствуйте. Это опять Ирина Николаевна. Сегодня я хочу показать вам, как плетется подставка под бутылку. То, что я обещала в предыдущем ролике. Сейчас я покажу вам, как делать трубочки. Вы это, конечно, могли в других мастер-классах прекрасно увидеть. Но я хочу просто рассказать, как делаю это я. Из какой бумаги, какой ширины, каким образом. Сейчас я буду показывать уже только руки. Мое обращение к вам закончено. Итак, бумагу я беру потребительскую. Два вида полосок. Одна полоска – это половина А4 для стоек. Она более плотная. Получается трубочка более устойчивая. Под острым углом кладем спицу и плотно-плотно начинаем накручивать бумагу на спицу. Вот скрутили мы трубочку и зафиксировали клеем ПВА. ПВА стараюсь класть немного, потому что морилка и ПВА не очень дружат. Здесь будут белесые пятна. Но тем не менее скрепляю, и получается плотная, достаточно длинная трубочка, у которой есть широкий конец и узкий конец. Теперь берем 1/3 часть. Берем лист бумаги, делим на 3 части и нарезаем полоски. Трубочка делается точно так же, но получается она более тонкая, более гибкая и прекрасно подойдет для основного плетения. Снова плотно-плотно накручиваем, стараясь получить равнобедренный, вот не совсем равнобедренный треугольник, чтобы сохранить все пропорции. И закрепляем клеем ПВА. Вы прекрасно видите, что эта трубочка тоньше. Таким образом я приготовила трубочки для плетения подставки под бутылку. Покрыла их морилкой дуб, водной морилкой. Она очень удобна в обращении. И она придает изделию естественный вид. После этого я все трубочки подрезаю вот так под углом, чтобы стык был более незаметен. Итак, для стоек я использую половину А4 потребительского листа бумаги. И получаем трубку для стоек. Она более плотная, имеет широкий конец и узкий, который мы будем вставлять, наращивая трубочки. Начинаем плести после подготовки трубочек. Первое – это сплести дно. Кладем 4 трубочки, плотных трубки, которые для стоек. Трубочки. Так, начинаем следующим образом. Берем одну из трубочек, которые 4, и начинаем оплетать. Делать нужно это плотно. Оплетать как бы 4 пачки
трубочек, закреплять их. Вот трубочка наша уже заканчивается. Мы делаем вот таким образом ногтем. Делаем желобок, закрепляем. И я уже беру тонкую трубочку для основного вязания. Я все-таки люблю, чтобы все было скреплено клеем. Секундный клей. Вот закрепили мы трубочку. Показываю клей. И продолжаем работать в том же духе. Желательно, чтобы стыковка трубочки у нас осталась под работой. Вот так сделали мы 3 ряда. Теперь пора разводить основы. И мы начинаем простое плетение через одну. Еще это называется ситцевое плетение, то есть самое обычное. Через одну трубку мы пропускаем ведущую трубку. И в это время начинаем развод вот этих стоек. Все тоже это нужно делать плотно. Все время стараться уплотнять. Вот трубочка у нас уже закончилась. Мы опять ее соединяем со следующей. Вот благодаря тому, что срез, получается практически незаметный стык. Тяжеловато только начало, потом пойдет как по маслу. Вот уже сейчас почти разведены стойки, и стало гораздо легче плести. Вот уже у нас вырисовывается дно. Приноравливаемся, как нам будет удобно, с какой стороны. Сложнее всегда начало. Так, я думаю, ситцевым простым плетением мы и будем плести дно. Уже у нас донышко подходит к своему логическому завершению. Трубочки из потребительской бумаги достаточно эластичные. Им легко придать форму. То есть они становятся более плоские, отчего еще больше похожи на естественный материал, на ивовый пруд. Вот уже наше дно практически готово. Берем упаковку для бутылки и измеряем. Вот, все прекрасно. Дно готово. А эта упаковка, футляр для бутылки, она и будет основой для нашей работы. Продолжаем плетение. Теперь мы должны как-то
обозначить переход от дна к стенкам. Делаем это таким образом. Стойки заводим друг за друга. Вот делаем такой переход. Смотрите внимательно. Как бы снизу их. И просто заворачиваем. Следующая стоечка пошла вниз. Зафиксирована. Пошла вниз. А последнюю стойку мы продеваем под первую. Теперь мы должны нарастить трубочку для плетения. Раз. И к ней добавить вторую трубочку, потому что дальше мы будем плести веревочкой. Сейчас я покажу, что это такое. Вторую трубочку мы подклеиваем, стараемся это сделать внутрь работы. Теперь эти трубочки мы отгибаем. И первый ряд веревочки я пройду без формы, без подставки для бутылки. Что такое веревочка, я не знаю, понятно ли будет здесь, но мы сейчас обязательно это подробно рассмотрим. Показывала вам веревочку прямую, продолжу ее сейчас уже с нарощенными трубочками. Значит, в простой веревочке участвуют две трубки. Одна из них идет за стойкой, вторая перед. Которая идет перед стойкой, она кладется сверху той, которая идет сзади. И так идем по кругу. Одна трубочка, вторая, которая спереди всегда сверху. Это прямая веревочка, простая, вернее, веревочка. Таким образом мы доходим до крайней стойки. Сейчас я наращу эти трубочки. И продолжу наращивать стойки. Значит, стойки наращиваются таким же образом, как и рабочие трубочки. Только мы берем более плотную трубочку, сделанную из 1/2 А4. Все, трубочки мы нарастили и поставим сейчас форму для бутылки, по которой мы будем плести. Чтобы трубочки у нас всегда стояли вертикально, мы их зафиксируем прищепками. Мы должны плести по форме. Продолжаем простую веревочку. Здесь уже сложнее, конечно, с этой формы, но зато никуда не уйдет стенка. Продеваем по очереди трубочки и уплотняем рядок. Если мы хотим получить красивый рисунок, мы сейчас пойдем обратной веревочкой. Но для этого нужен отсчет, чтобы через ряд веревочка менялась с обычной на обратную. Я хочу показать вам, что одна из прищепок
желтая, вот она будет у нас точкой отсчета при переходе от прямой веревочки к обратной. Когда мы доходим до этой стойки, мы начинаем плести уже веревочку обратную. Тогда рисунок будет более яркий. Наращиваем наши трубочки и продолжаем плетение. Итак, обратная веревочка — это когда трубочка, которая идет сзади, проходит поверх той, которая идет перед стойкой. Продолжаем плетение обратной веревочкой. И так далее. Итак, мы двигаемся до желтой прищепки. Сейчас мы прервемся. Здесь плетение где-то сантиметров 7. Вот таким образом прямая веревочка, обратная веревочка. Я его сделаю самостоятельно. Вы уже, наверное, поняли, каким образом это делается. А потом мы продолжим. Продолжаем. Вот мы сплели до определенного момента. Теперь нам нужно сделать разрез на подставке для бутылки. Мы эти две трубочки как бы возвращаем обратно. Вот таким образом. То есть плетение начинается в обратную сторону. И плетем мы теперь просто простой веревочкой. Постоянно надо поправлять стоечки, чтобы они были вертикальные. И постоянно плетение как-то уплотнять. Вот здесь тонкий момент такой. Мы опять подошли к разрезу. И чтобы сделать плавное движение наверх этой части подставки под бутылку, мы еще делаем ряд. То есть вот здесь у нас 2 ряда, здесь уже остается разрез. Таким образом мы повторяем 1, 2, 3, 4, 5. А последние трубочки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мы делаем один ряд. То есть один ряд повернулись, и следующая стойка снова. То есть продолжаем. Плетение подошло к вершине подставки под бутылку. Теперь нужно как-то закрыть этот край. Я делаю это следующим образом. Беру еще одну трубочку, охватываю крайнюю стойку и как бы повторяю плетение веревочкой, только уже 4 трубочками. Это у нас называется двойная веревочка. Вот мы дошли до конца. Поправили стойки. Теперь нужно эти трубочки спрятать внутри.
продели все трубочки и получили очень аккуратную, симпатичную загибку. Все, практически подставка для бутылки готова. Теперь мы ее покроем морилкой еще раз, просушим и густо-густо промажем ПВА. Я немножко добавляю воды в ПВА и промазываю особенно те места, где трубочки выходят из плетения. Ну и всю форму также промазываем. Когда ПВА немного подсохнет, но не до конца, начинаем выравнивать форму. А когда засохнет окончательно, обрезаем трубочки. Осталось только сделать декор. Виноградные ягоды я делаю очень просто. Берем трубочку и начинаем плести небольшой шарик. Хвостик шарика мы стараемся закрепить внутри. Шарик мы его тоже фиксируем прищепкой. Потом, когда мы их покроем морилкой, просушим, обмажем ПВА, придадим более круглую форму и начнем составлять гроздь винограда. На этом пока все. Приступаем к дальнейшей работе. Промазке, просушке и составлении декоративной кисти. Продолжаем делать декор. Вот мы скрепили виноградинки по 3 штуки, а теперь будем соединять в кисть. Уже получилась кисть. Мы все это дело просушим и начнем формировать декор. Вот я подобрала листочки. Один большой листочек будет снизу, а 2 листочка сверху. И вот таким образом просушиваем и прикрепляем к подставке под бутылку. Вот и готова наша подставка под бутылку. Я прикрепила предмет достойный внимания. Можно подарить, можно поставить на стол. Это для светлого вина. Это для красного вина. А это для десертного. Те у меня предполагаются на подарки, а это я поставлю на стол вместе с чудесным вином массандровским «Черный доктор». Я немного хотела бы продолжить тему плетения. Вот последнее мое изделие, бутылка, подставка под бутылку. Оно сделано с морилкой дуб. Естественный цвет дерева, пожалуй, он самый выигрышный. Я пробовала, кроме этого,
акриловые краски. Конечно, разнообразие цветов у них очень большое, но трубочки получаются жесткие и тяжелые в работе. Ну, вот такая шкатулка у меня покрыта акриловыми красками. А теперь по поводу того, чем мы будем заниматься в следующий раз. Вот я покажу вам книгу, которая у меня есть. Козлова. «Плетение из ивового прута». Я ее купила 20 лет назад. Видимо, подсознание уже знало, что она мне пригодится. И вот сейчас я нахожу в ней очень интересные идеи, что можно сделать из бумажных трубочек. Конечно, это не ивовая лоза, но посмотрите вот на эту вазу, которая на обложке. В следующий раз мы попробуем ее сплести. Здесь она сделана ажурным узором, но есть вариант, который сделан плотным плетением. Вот ее мы и попробуем сделать. Вообще книга очень интересная. Здесь много очень оригинальных вещей. Будем плести полезные, простые и красивые вещи. И постепенно станем мастерицами. Всего вам доброго. Удачи!